Винил без секса. Ты знаешь, прослушивание винила всегда сопряжено с огромными трудностями. Ну, во-первых, тебе необходимо обзавестись хорошим проигрывателем винила. Во-вторых, этот проигрыватель винила тебе нужно поставить на специальную поверхность. Желательно, чтобы это был камень. Желательно, чтобы эта поверхность была абсолютно ровная. Желательно, чтобы это был не просто камень, а, например, мрамор, привезенный из Италии. После того, как ты установил столешницу, поставил на нее проигрыватель винила, ну, тебе надо озаботиться о том, чтобы игла была отъюстирована, о том, чтобы тонарм был уравновешен. Тебе нужно озаботиться хорошим фонокорректором. Тебе нужно озаботиться блоком питания для фонокорректора. И только после того, как ты пройдешь все круги ада, ты получишь с винила действительно хороший и увлекательный звук. На самом деле винил дает очень хороший качественный звук, но недаром виниловоды тратят годы для того, чтобы получить с винила качественный звук. Ведь для того, чтобы подобрать все компоненты, соединить воедино все элементы, ну, на самом деле нужно довольно-таки серьезно углубляться в тему, изучать, экспериментировать, и только тогда винил подарит тебе, ну, максимальное качество звука. Интересно, что когда ты включаешь музыку, ну, на каком-нибудь стареньком проигрывателе винила, сквозь весь этот шум помех, сквозь пыль, которая попала на пластинку, сквозь статику, которая щелкает, сквозь заезженные дорожки, которые не воспроизводят полный частотный диапазон, сквозь резонансы, сквозь детонацию, ты все равно слышишь настоящий, чистый, живой звук. И в принципе интересно, что виниловоды, настоящие матерые виниловоды, никогда и ни за что не перейдут на цифровой звук. И все дело в том, что при оцифровке аналогового сигнала, то есть при оцифровке в музыке, возникает временной асинхрон. То есть ни один цифроаналоговый преобразователь, ни один аналогоцифровой преобразователь не может абсолютно точно, ну скажем так, зашифровать и затем расшифровать временную шкалу музыкального сигнала. То есть музыкальные сигналы воспроизводятся не совсем в то время, когда должны воспроизводиться. И вроде бы на цифровом источнике ты слышишь прекрасную амплитудно-частотную характеристику, то есть все ровно, чисто, и басы, и голос, и высокие частоты. Ты слышишь великолепный динамический диапазон, великолепное разделение каналов. Ну, в общем, у цифры великолепные характеристики, с ней легко работать, ее легко хранить, ею легко пользоваться. В общем, ну, цифра это, ну, как бы наше все в наше время. Но, тем не менее, вот этот вот временной асинхрон, который невозможно измерить, настоящие виниловоды не то чтобы его измеряют, но они его ощущают. И поэтому они никогда не могут перейти с винила на цифру. Интересно, что исследования показали, что амплитудно-частотная характеристика на самом деле не так важна при восприятии музыки, как правильная временная, ну скажем так, шкала воспроизведения звуков. Потому что ну, большинство людей совершенно спокойно может слышать звук с искажениями 5-10% и даже не поймет, что что-то не в порядке. Вот зайди у нас в Риге в какой-нибудь торговый центр. Господи, там эти потолочные динамики, они так пилят душу, что просто невозможно находиться в этом помещении. Это просто какая-то смерть, это каторга. И в то же время наш мозг абсолютно легко отфильтровывает, в принципе, какие-то недостатки винила, которых, ну, на самом деле, довольно-таки большое количество, и детонация, и неровная амплитудно-частотная характеристика, и не очень высокое разделение канала, и шумы от статики, и шумы от попадания пыли, и загрязнение иглы. И сквозь эту завесу, то, что отбрасывает мозг, ты слышишь вот живое, теплое, настоящее представление. И на самом деле в мире есть только один ЦАП, который способен воспроизвести музыку так, как она звучит в аналоге.
Все остальные ЦАПы делают это совершенно топорно и практически не берут временную, ну скажем так, характеристику сигнала в расчет. Нет, ну берут, но по большому счету современным аналого-цифровым преобразователям и цифроаналоговым преобразователям не хватает для этого ну, ни мощности, ни таланта. И в результате при сравнении аналога и цифры ты слышишь, что цифра звучит жестче, она не такая, она вроде бы и чище, но тем не менее какая-то вот эта магия, какой-то вот огонек, какая-то искорка жизни пропадает. И виниловоды на самом деле именно те люди, которые это ощущают и которые вот просто всем своим настоем, всем своим вот естеством становится на защиту винила. Это на самом деле респект, ребята, и уважуха. Собственно говоря, чем же привлек меня этот аппарат? Ну, на самом деле, я очень далек от юстировок иглы, от регулировок тонарма и прочих всех вот этих вот виниловодных прелестей. Я очень далек от подбора фонокорректора. И, в принципе, вот, наверное, таких людей, как я, довольно-таки много. И в то же время мне на самом деле нравится аналоговый звук, потому что, ну, я, например, сразу слышу разницу между аналогом и между аналоговым и цифровым звуком. Но в то же время меня все время вот пугают все это количество манипуляций, которые необходимо делать с винилом, чтобы получить от него хорошее качество звука. Ну, собственно говоря, в Cambridge Audio выяснили, что я, наверное, такой не один, которого пугают все эти трудности, связанные с винилом. И сделали Cambridge Audio Alva TT, и это, кстати, уже вторая версия. Собственно, в чем плюс этого проигрывателя? В нем самый минимум всевозможных настроек, то есть ты можешь его по большому счету вытащить из коробки, воткнуть в розетку и сразу начать слушать музыку и наслаждаться хорошим, качественным аналоговым звуком. Интересно, что выглядит аппарат потрясающе. Несмотря на свою такую прямоугольную простоту, он ну, привлекает внимание своей строгостью. И посмотри, какой у него цвет. Это не просто какой-нибудь серый, это лунно-серый, то есть Grey Moon. Верхняя крышка здесь алюминиевая, и, ну, судя по всему, она или выточена, или отлита из целого куска алюминия. Она абсолютно гладкая. И, собственно, когда проводишь по ней руками сверху, то такая легкая вибрация ощущается. А вот когда проводишь по боковой панели, такой вибрации уже, собственно говоря, нету. И под алюминиевой крышкой для защиты от вибраций находится какой-то абсолютно божественный слой материала под названием EVA, который опять-таки развязывает, ну, в принципе, сам стол, наверное, от вибраций. И сам корпус уже сделан из МДФ. Великолепно все собрано, прокрашено. Абсолютно никаких замечаний у меня нету по тому, как сделан этот аппарат. У аппарата также стоят резиновые ножки. Естественно, для защиты от вибраций. Интересно, что ножка, которая находится с переднего края, но это даже не ножка, это такой, ну, довольно-таки длинный абсорбер, который тянется по всей длине проигрывателя. Ну и, собственно, сзади уже две такие как бы овальные ножки из мягкого резинового материала. Ну, тоже, собственно, для защиты от вибраций. Собственно говоря, интересно, что управляется аппарат довольно легко. Всего три кнопочки на передней панели: включить, выключить и регулировка скорости. Тоже, да, то есть даже такой человек, как я, совершенно спокойно разберется. И опять-таки обрати внимание, что диск здесь сделан из какого-то чудесного материала, который называется поликсиметилен, то есть зачитываю делрин. И этот материал, черт побери, тяжелый. В общем, по весу этот диск напоминает скорее камень, то есть он не такой тяжелый, как металл. Он не такой легкий, как пластик, например, и, в общем, весит этот диск 2,2 килограмма. Опять-таки, когда проводишь по нему рукой, создается впечатление такой вибрации, то есть такое ощущение, что здесь какие-то как такие маленькие дорожечки, то есть, видимо, он выточен целиком из того самого дерлина, который также используется, между прочим, в точном машиностроении, потому что из этого материала возможно, ну скажем так, изготовление изделий высокой точности. И вот оно, это изделие.
Ну, собственно говоря, под диском находится вал мотора, мотор Direct Drive, то есть прямой привод. Изготовлено все фантастически классно, красиво и радует не только глаз, но, собственно говоря, и руки при тактильном прикосновении. Также на аппарате установлен совершенно новый тонарм со съемным шеллом. И в комплекте уже идет, собственно говоря, головка МЦ. И ну, сама только эта головка стоит уже порядка 500 евро, если я не ошибаюсь. На самом деле, по поводу вынес коробки, он сразу будет играть, я немножечко слукавил. На Торнарме находятся, ну, на самом деле, два регулировочных кольца, и, в принципе, по инструкции, которая находится в коробке, все-таки немножечко порегулировать придется. Ну, мотор внутрь установлен средней мощности и высокой точности воспроизведения, вернее, высокой точности кручения. Ну вот посмотри, раскручивает он винил довольно-таки быстро, и в принципе уже через несколько секунд после включения можно начинать слушать музыку. Нажимаю на рычажок, опускаю тонарм, и вот он, виниловый шум, статика, пылинки. Вот он, сладкий виниловый звук. Ребята, потрясающий аппарат, и мне на самом деле очень нравится смотреть на эту механику. И мне понравилось, ну, скажем так, управлять этим виниловым проигрывателем, потому что это, ну, это прикольно. И это создает интересные тактильные ощущения. На задней стенке, на задней панели этого аппарата все довольно-таки просто. Ну, во-первых, там есть фонокорректор МЦ, который ты можешь включить, а можешь отключить. То есть, если ты решишь заморочиться и обзавестись аудиофильским авторским фонокорректором, то, собственно говоря, встроенный ты можешь отключить. Также сюда установили Bluetooth. Но в свете сказанного про временной асинхрон, я не понимаю, зачем сюда поставили Bluetooth. Но про то, как я пользовался с Bluetooth и как он звучит, я расскажу тебе немножко попозже, когда буду рассказывать про звук. И, собственно говоря, приемник, вернее, передатчик Bluetooth здесь отключаемый, то есть ты можешь его включить, а можешь выключить. И Bluetooth здесь, кстати, поддерживает кодек aptX HD, то есть, в принципе, с этого Cambridge ты можешь транслировать Bluetooth в high-res разрешении. На самом деле кнопочка спаривания Bluetooth расположена не очень-то удобно, она расположена на задней панели. Ага, вот я ее нащупал. И в принципе каждый раз для спаривания тебе придется вот так вот запускать руку и делать это. А если у тебя еще в придачу сверху накрыта вот эта плексиглазовая крышка из органического стекла, то, ну, в общем-то, тебе придется делать рукой настоящие змеиные такие движения для того, чтобы спарить передатчик Bluetooth с тем устройством, на котором ты сейчас хочешь слушать музыку. Да, кстати, крышка из плексиглаза для защиты от пыли тоже идет в комплекте. И самые восхитительные ощущения ты будешь получать тогда, когда эта плексиглазовая крышка будет выскальзывать у тебя из рук и падать на пол. И ты такой будешь думать, разобьется, не разобьется, разобьется, не разобьется. Если разобьется, то придется клеить. Ну и, конечно же, еще одна деталь, которая есть на задних стенках, на задних панелях всех проигрывателей, это заземление. Ну, собственно говоря, когда ты ставишь виниловую пластинку, вот такой щеточкой ты счищаешь с нее пыль от края к центру, и затем тебе надо прикоснуться к валу для того, чтобы сбросить накопленную статику именно на заземление, чтобы она ушла уже, собственно говоря, в землю. Ну, такой, так сказать, ритуал. Это важно. Итак, сегодня в салоне High Fidelity на CESU-33 в Риге мы послушали самые разнообразные пластинки. Собственно говоря, всем известный Daft Punk, которые записали свой альбом с великолепным уровнем качества. Мы послушали пластинку, которая записана в местной студии звукозаписи Yersika Records. Собственно говоря, ребята из Yersiki славятся тем, что весь цикл звукозаписи у них абсолютно аналоговый. То есть они записывают живых музыкантов на штудер, и затем мастер-ленты с этого штудера уже идут на пресс. Мы послушали Металлику, но, друзья, слушать этот альбом мне не очень понравилось, потому что он совершенно не звучит.
И один из альбомов, который мне понравился, ну вот больше всего, это Electric Light Orchestra. Альбом из 70-х или 80-х годов, великолепно записанный, и на самом деле вот эта пластинка, она просто перенесла меня в прошлое, это просто какой-то тайм-машин, она настолько здорово, качественно и атмосферно звучит, что ну, я просто залип на прослушивании этих композиций. Интересно, что при всех подключениях Cambridge звучит по-разному. Ну, во-первых, расскажу тебе про Bluetooth. Первым делом я послушал его со своими наушниками Denon Global Cruiser 30, соединил по Bluetooth, понажимав эту кнопочку, помучившись с этим нажиманием. Но когда кнопочку мне удалось нажать, спарило все, ну, в принципе, моментально. Звук классный, он чистый, ясный, отчетливый, ты слышишь все от самого низа до самого верха. Интересно, что ну, обычно большинство каких-либо источников, современных, несовременных, обладают приподнятостью на средних частотах. Ну, для того, чтобы, скажем так, большему количеству людей это нравилось. Так вот, Cambridge по Bluetooth звучит абсолютно ровно, когда ты слушаешь его в наушниках. То есть нету никаких пшиканий, цыканий, абсолютно четкий, ровный, ясный звук. И объемный, и все музыканты на своих местах точечно расположены, и даже иногда можно слышать немножечко слоение такое в глубину, да, в наушниках. Второй вариант, как мы слушали по Bluetooth, это мы подключили Cambridge Audio Evo 150 по Bluetooth без проводов, то есть матерый Bluetooth aptX HD в high-res качестве. И, собственно говоря, звучание по Bluetooth вот этой вот пары Cambridge Audio и Cambridge Audio, оно довольно-таки вкусное, оно быстрое, ясное, четкое и чистое. В принципе, обычно винил как-то замыливает вот эту частотную частоту, частотную частоту. И звук получается немножко мутноватый, но здесь-то все абсолютно идеально. И, собственно говоря, включив после этого Cambridge Audio те же самые композиции, но уже со стримера, ну, ты ясно ощущаешь, что звук, ну, как бы немножечко жестче, немножечко жестче. Это на самом деле сразу слышно, и не только слышно, но и ощущаемо. Второй вариант, как мы подключали Альву, Cambridge Audio, это проводком через встроенный фонокорректор. И вот этого я тебе делать не советую. Это очень плохой вариант, потому что Cambridge Audio Evo не любит аналоговые источники. Ему, видимо, нравится цифра. Ну, в общем-то, звук получился совсем таким грустным, и мне его слушать совершенно не хотелось. И третий вариант, как мы слушали, мы подключили усилитель высокого уровня качества AudioNote Zero. Акустика использовалась KLH, KLH, KLH. KLH. Акустика здесь использовалась KLH-3. Model 3. Акустика с этим усилителем использовалась американская, просто легендарная KLH Model 3. И также мы к усилителю AudioNote Zero, который, кстати, не транзисторный, не D-класса, не ламповый, он это просто эксклюзивная фантастика, и мощность у него совсем маленькая. Ну так вот, также мы этот усилитель слушали с колонками монитор Audio Silver 500, довольно-таки большие напольники. Так вот, какой же звук, собственно говоря, получился с этим AudioNote Zero. Ребята, восхитительный, чистый, ясный, атмосферный, с глубокой сценой, с мягкими образами музыкантов, которые, ну, расставлены по сцене. И что самое главное в виниле, это вот искорка жизни, которую ты не только слышишь, которую ты ощущаешь при прослушивании именно аналоговых записей. Ведь, в принципе, большинство, 99,99% цифровых источников никогда не дадут тебе вот этот вот последний элемент, эту искорку жизни, которая, как оказывается, объясняется тем, что цифровые записи просто сбиты во временной дименсии.
Интересно, что ну, вот этот вот временной дисбаланс, временной асинхрон, он совсем незначительный. Ведь если мы возьмем секунду звуковоспроизведения, то секунда разбивается на 1000 миллисекунд. Так вот, дисбаланс, он даже не миллисекунда, он занимает пикосекунды. То есть это единица еще меньше, чем пикосекунда. И интересно, что мы это не можем слышать, но мы это ощущаем. И вот честь и хвала всем виниловодам, которые принципиально не отказываются от прослушивания винила, и вот ищут виниловые пластинки, устанавливают проигрыватели, меняют там тонармы, меняют головки, занимаются всяким экзорцизмом с фонокорректорами, потому что вот эти люди реально, скажем так, идут в уверенности от того, что их ощущения верны. И это действительно так. Итак, друзья, всякие жанры мы послушали. Мне очень, как я и говорил, понравилось Electric Light Orchestra. Очень объемная, хорошая запись, живая. Очень понравилось, как звучит Стив Рэй Воган. Опять-таки, все эти гитарные струнные переборы, они восхитительно здесь воспроизводятся. И классный звук. Ну, нечего сказать, классный звук. И по Bluetooth через Cambridge Audio, и через Audio Note Zero. Интересно, что Cambridge Audio воспроизводит звук, ну, в полном частотном диапазоне. То есть, ну, обычно, когда слушаешь какие-то бюджетные вертушки, ну, ясно слышно, что, ну, звук урезан по частотному диапазону. Ну, или вверх пропадает, или низа нету. Ясно, четко слышны какие-то детонации на дешевых вертушках, да. Но здесь же, ребята, во-первых, не слышно никакой детонации вот именно на басах, которая бывает на очень многих вертушках. Абсолютно ровная частотная характеристика, то есть Cambridge Audio ничего не выпячивает никуда и совершенно ничего не скрывает. То есть это ровный, качественный звук для тех людей, которые ну, не хотят заморачиваться со всеми этими виниловодными секретами. И в заключение скажу, что канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества видео, для улучшения качества звука мне необходимо обновлять оборудование, на котором я снимаю свои видео. Под видео есть кнопочка «Спасибо», и все полученные «Спасибо», все полученные донаты прямиком отправляются на обновление оборудования. На этом все, дружище. До новых встреч. Pirmo reizi bija labāk.